Здравствуйте, господа и дамы! Сегодня у нас небольшая оптимизация и настройка графики в PUBG. Подберем актуалочку для разных систем. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается. Стараюсь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись в самой игре, нажимаем на шестеренку. Настройки, на вкладке графика, в разделе основной, запись моментов мы отключаем, режим отображения. Если у вас Windows 10, ставим полный экран, разрешение по соотношению к нашему монитору, либо же ваше кастомное. Пример у вас на экране. Ограничение FPS для лобби 60 FPS, лимит FPS в игре, без ограничений. Сглаженная смена кадров отключаем. Переходим на расширенные настройки графики. Перед тем как начнем, я скажу следующее. Если вам интересно посмотреть, что за что отвечает, какой параметр графики на что влияет, в общем у вас есть желание настроить полностью игру под свои нужды, можете посмотреть мой предыдущий ролик по PUBG. Я там все подробно объяснил для каждой системы. Ссылочка будет в описании. Мы же с вами начнем по порядку. Масштаб отображения. Оставляем, конечно же, по дефолту, но для слабых систем можно понизить до 85-90, примерно 2,93. В таком случае мы не сильно потеряем по качеству картинки, зато неплохо так прибавим по количеству FPS. Но это касается конкретно 2К разрешения. На Full HD скорее всего будет мыльцо. Поле зрения от первого лица. Тут по желанию я ставлю максимальное значение. И начинается самое интересное. Сглаживание. Ультра, постобработка низкая, но если у вас слабая система, либо вам не так важна эта постобработка, бывает такое, что некоторым мешает наоборот, ставим очень низкое. Тени средняя, текстуры ультра либо средняя, зависит конкретно от вашей видеопамяти. Эффекты средняя, для слабых систем очень низкая, растительность очень низкая, дальность видимости очень низкая. Можете не переживать, как пишет описание, данная настройка не изменяет дальность прорисовки игроков. Увеличить резкость. Выключаем вертикалку. Выключаем. Хотя в некоторых ситуациях, если ваш процессор загружен на 100%, можете включить. Потому что иногда, благодаря вертикалке, можно слегка понизить нагрузку на наш процессор. В остальном не рекомендую, потому что дает дополнительную задержку. Размытие движения. Отключаем. И наконец версия DirectX. Тут нужно проверить на каждой системе индивидуально. В моем случае в прошлых тестах именно DirectX 11, самый обычный, работал в разы лучше, чем DirectX 11 Enhanced и тем более 12. Но я знаю, что у многих ребят Enhanced работает лучше, чем обычная версия DirectX. Смотрите конкретно по вашей системе. И нажимаем применить. На вкладке звук выключить музыку, либо сделать ее тише, а также сделать потише громкость эмоций и перейти на голосовой чат. Здесь громкость голосового чата либо выключить, либо поставить на 20-30%. И на вкладке другое повтор. Выключаем. Запись смерти тут по желанию, но я обычно выключаю. Статистика от вкладки соединения можно включить, чтобы отслеживать наш пинг. Ну и сбой GPU я обычно выключаю. И нажимаем применить. Теперь наша задача перейти на рабочий стол и там слегка пошаманить с нашей системой. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем поиск, пишем настройки, графики. Если у вас другая версия винды, ничего страшного, все плюс-минус одинаковое. Разве что на последней версии 24H2 сделали все менее комфортнее, но тем не менее давайте посмотрим. Для начала мы нажимаем на добавить классическое приложение, и здесь нам нужно перейти в папку с игрой. Проще всего это сделать, открыв Steam, LKM на PUBG, шестеренка,
управление и просмотреть локальные файлы. Закрываем Steam, папка TSL Game, Binarius, Win64, и здесь нас встречают различные приложения. Нам нужно скопировать путь, нажимаем LKM, далее PKM, копировать, закрываем папку и вставляем вот сюда. Ctrl плюс V, далее Enter и приложение TSL Game добавить. Нажимаем на TSL Game, параметры GPU высокопроизводительный, как вы уже могли понять. Теперь оптимизацию в оконном режиме можно настроить для каждой игры по отдельности. Если вы играете на DirectX 11, тогда есть смысл включать. Далее поднимаемся в самый верх и находим дополнительные графические параметры. Здесь у нас прячется планирование GPU с аппаратным ускорением. Мы его включаем, делаем перезагрузку нашей системы, залетаем в PUBG и проверяем. Если все хорошо работает, так и оставляем. Если вдруг у вас начались проблемы, тогда аппаратное ускорение выключаем и делаем снова же перезагрузку нашей системы. Потому что этот параметр индивидуальный. Кому-то он помогает избавиться от некоторых проблем, кому-то делает наоборот хуже. Если у вас видеокарта от NVIDIA, открываем панель управления NVIDIA и переходим на управление параметрами 3D. Далее программные настройки, нажимаем вот сюда и ищем PUBG. Если вдруг PUBG в списке нет, нажимаем добавить и ищем уже здесь. То же самое, если здесь допустим ее нет, нажимаем обзор и вставляем наш ранее скопированный путь. Находим приложение TSL Game и открыть. Здесь мы сделаем базовые настройки для многих шутеров. Анизотропная фильтрация. Для слабых систем и лучшей производительности, конечно же, выключаем. Для всех остальных выбираем управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Выключаем. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Метод представления Vulkan OpenGL. Использовать цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая доступная. Режим низкой задержки. Включаем. И если после включения режима низкой задержки у вас начались проблемы, допустим фризы, вылеты из игры и так далее, тогда выключаем. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Далее совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости. И сам внизу находим фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность и нажимаем применить. После этой небольшой настройки нашей системы залетаем в PUBG и проверяем FPS. Если количество кадров вас устраивает, закрываем видос и наслаждаемся игрой. Если вдруг вам необходимо еще больше FPS-иков, тогда по ссылочке в описании переходим ко мне в Discord либо в телегу. Там прямо в закрепе будет находиться архив с названием Байкаска версия 2. Мы его загружаем, делаем его распаковку и открываем. Нас здесь встречает 3 папки и различные приложения. Начнем по порядку. Настройка видеокарт. Если у вас AMD, здесь у нас есть картиночки, делайте по ней настройку. То же самое касается Intel и NVIDIA. Далее очистка. Delete them files. Нажимаем продолжить, выделяем все файлы. Далее Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete them files. Следующая папка. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и да. Снова же, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Диск Clean Up. Выбираем диск C, ОК. Нажимаем очистить системные файлы. Снова выбираем диск C и ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. Следующая папка Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку бэкап файлов реестра и здесь нас встречает в картинках для рукастых и красиво расписал. Либо же уже готовые бэкапчики. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Далее GameDVR2, PKM и слияние. Отзвучиваю систему PKM слияние. Сетевой тротлинг тут по желанию. И системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. Нажимаем PKM. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет мы выбираем High. И нажимаем Apply. Закрываем. И наконец схема питания. Открываем текстовый документ. И если нам необходима схема питания максимальная производительность, тогда копируем команду, нажимаем PKM,
скопировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется, нажимаем PKM и Enter. Закрываем, открываем ярлык «Схема питания», «Показать доп. Схемы» и ставим галочку на максимальную производительность. Закрываем. После всех этих настроек залетаем в PUBG и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!